Далеко от цивилизации, в самом сердце таинственной и недоступной местности притаился старый заброшенный вулкан. Местные жители уже давно его избегают, считая проклятым местом, где исчезали те, кто осмеливался подойти слишком близко. С этого и началась наша экспедиция, когда группа ученых мирового уровня отправилась в далекий путь, чтобы проникнуть в тайну вулкана, который хранил свою безмолвную историю веками. Путь был непростым. Крутые склоны, густые заросли и постоянно меняющаяся погода ставили перед исследователями новые испытания. Однако для команды, жаждущей научных открытий, это было только стимулом продвигаться вперед. По мере приближения к вершине воздух становился все более плотным от запаха серы, а небо затягивалось тяжелыми облаками. Настроение в команде было напряженным, но каждый шаг был полон решимости найти нечто удивительное. На третий день пути группа наконец достигла древнего кратера. И именно здесь, среди лавовых отложений и застывших следов великого извержения, они наткнулись на странный, наполовину погребенный объект. Он был покрыт вековой пылью, однако форма и текстура явно отличались от естественных скал. Легкое прикосновение кисти раскрыли припрятанные линии рисунков, и на поверхности камня начали обнажаться необычные символы, которых никто ранее не видел. В настоящий момент времени никто из членов экспедиции не подозревал, что найденный артефакт может изменить научное понимание древних цивилизаций и их контактов с нашим миром. Ученые даже не представляли, что их находка — только начало этой захватывающей истории, за которой скрываются не только разгадки, но и невероятные тайны истории Земли. Загадочные символы. Первое впечатление ученых. Когда первые лучи солнца осветили древний артефакт, ученые увидели нечто, что мгновенно привлекло их внимание. Странные символы, которые словно оживали под их любопытными взглядами. Их формы и расположение казались совершенно чуждыми, как будто это был язык, который никогда ранее не встречался в известной истории человечества. Ученые немедленно приступили к изучению, надеясь найти ключ к разгадке. Специалисты по древним языкам из команды сразу отметили уникальность символов. Их расположение и стилистика напоминали письменности давно исчезнувших цивилизаций, но ни одна из известных форм записи не соответствовала этим загадочным знакам. Известный лингвист доктор Ричардс, стоявший возле находки, провел пальцами по изгибам символов, пытаясь ощутить их силу. Он был уверен, что это не просто случайные рисунки. Между строками чудесной вязи можно было уловить нечто, напоминающее ритм древних ритуалов, а сам артефакт казался источником странной энергии, которую никто не мог объяснить. Группа фотографов стала фиксировать каждую деталь, создавая множество снимков для дальнейшего анализа. Каждый член экспедиции понимал, это открытие может стать настоящей сенсацией в научном мире. Вскоре вся команда погрузилась в интенсивные обсуждения. Некоторые предполагали, что это могли быть пиктограммы, возможно, относящиеся к утерянному языку какой-то незнакомой нам культуры. Но загадок становилось только больше. Неожиданно, когда один из исследователей случайно произнес вслух несколько символов, окружающая атмосфера изменилась. Как будто сам воздух стал более вязким, наполненным электростатическим треском. Это вызвало непрерывный поток вопросов, на которые пока не было ответов. Впереди были бессонные ночи, посвященные исследованиям и попыткам дешифровки. Ученые начали понимать, что разгадка символов может открыть врата к новым знаниям и, возможно, увлечь их в удивительное путешествие по страницам истории, которые человечество еще отказывается верить. Тайны древних языков. Что скрывают символы? Когда ученые впервые взглянули на странные символы древнего артефакта, они ощутили, как будто столкнулись с чем-то, что противоречило всем правилам, известным им доселе. Эти загадочные знаки не просто выглядели чуждо, они как будто несли в себе историю, которую никто еще не смог расшифровать. Лингвисты из команды, такие как доктор Ричардс, были абсолютно очарованы. Они сразу заметили, что символы отличались от всех известных форм письменности. Каждая линия, каждый изгиб на артефакте выглядели так, будто составляли часть единого кода, который давно был утерян. Это не просто символы, это было нечто большее, возможно, язык, на котором не говорили уже тысячи лет. Среди взволнованных ученых разгорелись жаркие споры. Кто-то утверждал, что знаки могли оставаться недоступными для понимания человечества, потому что произошли из культуры, вообще неизвестной науки. Одна из гипотез предполагала, что это могли быть пиктограммы, относящиеся к утерянному языку древней цивилизации, следы которой были стерты временем и природой. Но прежде чем ученые смогли углубиться в изучение, произошло нечто удивительное.
Один из исследователей, разбираясь в звуках, которые могли производить эти символы, случайно произнес несколько из них вслух. В этот момент воздух вокруг будто наполнился энергией, напоминая треск статического электричества. Это мгновенно оживило обсуждение и заставило ученых по-новому взглянуть на находку. Такое необычное событие добавило новой интриги и загадок. Казалось, что артефакт сам по себе обладал какой-то силой, способной влиять на окружающий мир. Впереди предстояли долгие часы исследований, попыток дешифровки и понимания, что же за тайны скрываются за этими древними символами. Возможно, разгадка этого языка могла изменить представление о прошлом и открыть дверь в неизвестное будущее. Рисунки из прошлого. Как артефакт изменился после находки? Когда древний артефакт наконец попал в руки ученых, он выглядел как загадочный осколок неизвестного прошлого. Но самое удивительное произошло после того, как первые дни исследований остались позади. Внимательные глаза лингвистов заметили, что линии и символы на поверхности начали слегка изменяться. Они словно бы оживали под светом фонарей и прожекторов, приобретая новую яркость и глубину. Ученые удивленно переглянулись, как будто артефакт пытался передать им свою древнюю историю. Один из исследователей, доктор Ричардс, не мог оторвать взгляд от артефакта, наблюдая, как символы начали еще больше выделяться на фоне каменной поверхности. Эти знаки будто шептали о прошедших веках, скрытой мудрости и тайных знаниях. Процесс изменения вызвал у команды настоящий восторг и одновременно настороженность. Но это было только началом. Один из студентов-исследователей, пытаясь запечатлеть изменения на камне в процессе лабораторной работы, случайно заметил, что его прикосновение к поверхности усиливало свечение символов. Вскоре это стало заметно всем, кто занимался изучением артефакта. По мере взаимодействия с материалом его рисунки словно расцветали под руками, меняя насыщенность и оттенок. Неожиданно однажды вечером, когда команда продолжала работу в лаборатории, артефакт ответил на очередное прикосновение нового исследователя плавным мерцанием, которое окутало пространство легким загадочным светом. В этот момент все поняли, перед ними не просто древний объект. Этот артефакт обладал силой пробуждать воспоминания о Земле, которую еще не знал человек. Впереди было множество бессонных ночей, посвященных поискам и исследованиям, которые могли привести к поистине сенсационным открытиям. Тень из прошлого, неожиданные последствия расшифровки. Артефакт, который изначально представлялся просто загадочным предметом, начал проявлять свои необычные свойства. После того, как несколько символов были случайно произнесены, в лаборатории произошло нечто неожиданное. Вокруг артефакта образовалось поле, словно охраняющее древнюю тайну. В этом поле что-то словно оживало, и ученые заметили, как свет начал странным образом мерцать. Доктор Ричардс, стоя ближе всех, ощутил легкий ток, проходящий через его тело, когда он пытался прикоснуться к артефакту. Это была настоящая загадка, как будто камень пытался взаимодействовать с окружающим миром. Команда ученых теперь испытывала не только любопытство, но и настороженность. Каждое действие вокруг артефакта требовало повышенной осторожности и внимательности. Неожиданно один из молодых исследователей, решив повторить звуки, которые ранее произнесли его коллеги, вызвал резонанс, ощутимый всеми в комнате. Казалось, что артефакт отозвался на эти произнесенные символы своими вибрациями, которые не оставляли сомнений в том, что они касались чего-то более масштабного. Все находившиеся в помещении ученые ощутили, как воздух вокруг них стал тяжелее, а время, казалось, замедлилось. Изменения не ограничивались только атмосферой. Один из приборов, расположенных рядом с артефактом, зафиксировал необычайный всплеск энергии, настолько сильный, что его датчики вышли из строя. Это событие стало поворотным моментом для всей команды. Теперь они понимали, что перед ними не просто объект изучения, а нечто, способное влиять на реальность. Вскоре стало ясно, это открытие могло стать началом не только научных открытий, но и опасных последствий. Пророчества древних, открытия и их значение. Среди множества гипотез, которые выдвигали ученые, самой интригующей была идея о том, что символы на артефакте могли быть ничем иным, как древними пророчествами. После долгих часов расшифровки и анализа команда заметила, что некоторые знаки, казалось, описывали события, которые могли случиться в далеком прошлом или даже в будущем. Доктор Ричардс предположил, что артефакт — это не просто объект искусства, но нечто вроде хроники, оставленной древней цивилизацией. С каждым новым открытием ученые начинали видеть в артефакте больше, чем просто нечто загадочное. Возникающее чувство, что они соприкоснулись с чем-то великим, продолжало расти. Эта находка могла изменить представление о древних культурах, которые, возможно, обладали знаниями, превышающими современные. Комбинации символов, которые были расшифрованы, оказывались связанными с природными явлениями, например, с картами звездного неба, что могло свидетельствовать о высоком уровне астрономических знаний.
Но это было не все. В ходе дальнейших исследований они обнаружили, что некоторые из символов напоминали схемы стихийных бедствий, землетрясений, извержений вулканов и даже движения тектонических плит. Это открытие удивило и насторожило команду, поскольку предполагало, что древние обладали знанием о том, как предвидеть природные катастрофы. Если бы эти пророчества были точны, это могло бы объяснить, почему цивилизация, создавшая артефакт, оставила его как предупреждение. Доктор Ричардс и его команда понимали, что они лишь прикоснулись к вершине айсберга и предстоит еще многое узнать. Одно было ясно: артефакт, покоящийся в их руках, содержал необычайные тайны, которые умели говорить языком прошлого. Этот объект обещал не только перевернуть научное представление о древних, но и стать ключом к разгадке загадок, которые человечеству еще предстоит понять. Такой артефакт мог оказаться одним из самых значительных открытий, способных навсегда изменить взгляд на нашу историю. Время и страх. Уроки из древних слов. После того, как древний артефакт проявил свои уникальные свойства, ученые оказались на пороге понимания не только загадочных символов, но и влияния этих символов на реальность. Каждое произнесенное слово активировало энергетические вибрации, которые меняли восприятие времени и пространства. Ученые начали формировать гипотезы о том, что артефакт содержит ключи к древним знаниям, которые могут переосмыслить саму природу времени. С каждым днем исследований команда все ближе подходила к разгадке. Однажды ночью, в момент, когда доктор Ричардс произнес серию символов, по лаборатории прокатилась волна энергии. Пространство вокруг заполнили невидимые вибрации, как будто голос самой древности ожил в этот момент. Исследователи почувствовали, как время, казалось, замедлилось, позволяя им ощутить мгновение прошлого с беспрецедентной ясностью. Последующие эксперименты показали, что артефакт может влиять на окружающую реальность. Это открытие потрясло команду и заставило их пересмотреть подход к исследованиям. Они начали понимать, что их находка не просто произведение древнего искусства, а инструмент, с помощью которого можно взаимодействовать с временем. Оказалось, что артефакт способен читать потоки времени, реагируя на определенные звуки и вибрации, что позволяло управлять временем на квантовом уровне. После одного из особенно успешных экспериментов, который вызвал появление ярких световых явлений в лаборатории, ученые наконец осознали, что артефакт может говорить с ними языком прошлого. Но это не было просто послание, это было приглашение изучить историю и использовать знания, скрытые в символах, чтобы растолковать древние пророчества. С каждым днем, проведенным исследуя артефакт, становилось ясно, что перед ними находка, способная изменить не только научное понимание нашего мира, но и представление о времени и его влиянии на человечество. Артефакт, который стоял перед ними, оставался загадкой, но его уроки открывали новые горизонты для всех, кто осмеливался познавать его тайны.